Всем привет! Сегодня поговорим с вами о передвижном медицинском пункте. Так какие же медицинские услуги можно оказывать в данном пункте? В предыдущем видео я рассказывал, что возможны медицинские пункты для предварительных периодических медицинских осмотров, для диспансеризации, для первичной медико-санитарной помощи, для маммографии и флюорографии. Но есть еще один вид деятельности, где это возможно. Хотите узнать? Тогда продолжаем и изучаем вместе. Поехали! Хорошо, начнем мы с самого важного приказа номер 933-Н от 18 декабря 2015 года о порядке проведения медицинского свидетельства на состояние опьянения алкогольного, наркотического или иного токсического. Здесь выделил желтым цветом очень важные пункты, чтобы мы не теряли время, не читали весь приказ. Приложение номер 1. Порядок проведения медицинского свидетельствования на состояние опьянения алкогольного, наркотического или иного токсического. Пункт 2. Целью медицинского свидетельства является установление наличия или отсутствия состояния опьянения, фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных, одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Пункт 3. Медицинское освидетельствование проводится в организациях или их обособленных структурных подразделениях, имеющих лицензию осуществления медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ, оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения алкоголем, наркотического или иного токсического, в том числе с применением специально оборудованных для этой цели передвижных пунктов автомобилей для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, соответствующих требованиям, установленным приложением номер 1 к настоящему порядку. Пункт 4. Примечание. Осмотр врачом-специалистом проводится врачом-психиатром-наркологом, либо врачом другой специальности. При невозможности проведения осмотра врачом-специалистом осмотр проводится фельдшером, прошедшим на базе наркологической больницы или наркологического диспансера подготовку по вопросам проведения медицинского свидетельства по программе, предусмотренной приложением номер 7 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 года номер 308 о медицинском свидетельстве состояния опьянения. Далее. Здесь можно самостоятельно ознакомиться об оформлении актах, кого осматривают, но мы переместимся далее. Приложение номер 1. Требования к передвижному пункту автомобиля для проведения медицинского свидетельства на состояние опьянения. 1. Передвижной пункт автомобиля для проведения медицинского свидетельства должен обеспечить работу персонала при температуре окружающего воздуха минус 45 плюс 45 с относительной влажностью 80%, при температуре окружающего воздуха плюс 20 градусов. Высота должна быть не менее 1,85 метров. Салон передвижного пункта должен быть оснащен резиновой дорожкой шириной 0,6 и длиной не менее 3 метра для проведения пробы на устойчивость походки. Здесь полное описание, как должен выделить, соответственно, передвижной медицинский пункт для проведения медицинского освидетельствования. Также, согласно приложению номер 3, правила проведения химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании, пункт 2. Химико-токсикологические исследования отобранных проб биологических объектов проводятся в месте отбора биологической пробы в клинико-диагностических или химико-токсикологических лабораториях, наркологических диспансерах, наркологических больницах или иных медицинских организаций, имеющих лицензию осуществления медицинской деятельности, предусматривающих выполнение работ, услуг по клинической лабораторной диагностике или судебно-медицинской экспертизе, вещественных доказательств и исследований биологических объектов, биохимической, генетической, медико-криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-токсикологической. Вот такие виды деятельности должны иметь для заключения организация. Ранее я рассказывал и показывал в предыдущих видео о предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотрах водителей, что нельзя использовать передвижной медицинский пункт. Показал все нормативные документы, приказы Минздрава и так далее. Можно по ссылочке посмотреть и ознакомиться. Но здесь я хочу выделить самое главное, что большинство организаций, не соблюдая законы, делают передвижной медицинский пункт
согласно тех требований, которые указаны в приказе номер 933М, который мы только что рассмотрели, и оказывают предрейсовые медицинские осмотры. Но они забывают, чтобы оказывать предрейсовые медицинские осмотры, первое, самое важное, у них нету приказа для оказания данной услуги. Второе, даже если они хотят оказывать услугу в данном комплексе, они минимум должны иметь лицензию на медицинское свидетельство на алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение. И в составе данной передвижной бригады, медицинского пункта, можем сказать, должен находиться врач-нарколог, либо минимально фельдшер-нарколог. Но у нас, к сожалению, ни того, ни другого нет. Самодельный медицинский пункт приезжает, сидит медсестра из Киргизии с сертификатом киргизским, который еще не подтвержден здесь, в России, и оказывает предрейсовые, послерейсовые, предсменные, послесменные осмотры водителей. Вот такая история у нас происходит. Но с медицинским освидетельством на алкоголь, наркотическое, токсическое опьянение не все так просто. Данные исследования могут сделать частная организация, но для самого заключения нужен наркодиспансер. Либо, как мы с вами увидели в приказе, должны быть соответствующие виды лицензии. Либо организация не может делать заключение. Вот о чем мы с вами сегодня узнали. Если понравилось видео, ставь лайк, и мы вместе поднимем ценность этого ролика. Всего вам доброго и будьте здоровы!